Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Егорова Настя, вы на канале Триумф. И это видео посвящено миксам красителя Ник Моле. В этом видео я смешаю в миксы самые популярные оттенки, и мы сможем с вами выбрать самые красивые из этих миксов. Ну что, поехали! Учитывая колористику красителя Ник Моле, большинство миксов я буду основывать на красителе светло-коричневом, потому что это самый светлый оттенок, и он легко поддается изменению с помощью других оттенков. Светло-коричневый — это теплый оттенок, он основан на теплом желто-оранжевом пигменте, и в первом миксе я его буду смешивать с оттенком графит в пропорции 90 к 10. Что нам даст это смешивание? Поскольку графит — это оттенок холодный, он основан на фиолетово-красном пигменте, он имеет холодное направление, и для того, чтобы светло-коричневый сделать более холоднее и получить в нем новую нотку более зеленого оттенка, я попробую смешать его с оттенком графит. Следующий микс — это светло-коричневый с сине-черным. Сине-черный — это также холодный оттенок, он основан на насыщенном сине-фиолетовом пигменте, он более яркий и плотный, чем графит, и эта комбинация нам даст более насыщенное и плотное прокрашивание кожи. Посмотрим, как это у нас получится. Далее микс светло-коричневого с коричневым. Коричневый оттенок — это также теплый оттенок на основе красного пигмента, и данный микс поможет нам создать что-то среднее между насыщенным плотным шоколадным оттенком коричневого и таким более теплым прозрачным оттенком светло-коричневого. Если соотносить эти два цвета вместе, то коричневый все-таки несколько более холодный, чем светло-коричневый, поэтому мы сможем достигнуть такого баланса. Увидим, какой результат у нас получится. А также оттенок светло-коричневый я смешаю с оттенком серо-коричневым. Серо-коричневый оттенок — это холодный оттенок на зеленой базе. Смешав светло-коричневый на желто-оранжевой базе и серо-коричневый на светлой зеленой базе, мы получим что-то среднее между ними, такой более нейтральный оттенок. Также увидим, какой результат у нас будет. Итак, первый микс — это оттенок светло-коричневый плюс графит в пропорции 90 к 10. Видим, что этот оттенок такой средний коричневый, я бы не сказала, что он сильно холодный или сильно теплый, но поскольку светло-коричневый у нас теплый, мы его немножко захолодили с помощью графита. Также вы можете здесь сравнить светло-коричневый, как выглядит в чистом виде. Следующий оттенок — микс светло-коричневый плюс и сине-черный в пропорции 90 к 10. Как видите, оттенок насыщенный и плотно прокрашивающий кожу. Если сравнить два микса с графитом и с сине-черным, здесь оба оттенка добавлены в процентном соотношении 10 и 10, но плотность и холод микса во втором миксе гораздо выше, он гораздо плотнее, гораздо холоднее, поэтому если вам нужно получить плотное окрашивание на коже, вы можете добавлять и синий-черный в микс. Следующий оттенок — это светло-коричневый плюс коричневый в пропорции 1 к 1. Мы получили такой средний оттенок, нейтральный коричневый, я бы назвала его так. Далее оттенок — это светло-коричневый плюс серо-коричневый тауп в пропорции 1 к 1. Получился довольно холодный оттенок, но он, как видите, не сильно плотно прокрашивает кожу. Да? Если взять в сравнении с первым миксом, где светло-коричневого было 90%, то в соотношении светло-коричневый плюс серо-коричневый 50 на 50, когда у нас, то прокрашивание кожи не такое насыщенное, но мы получаем красивый холодный оттенок. Ну что, друзья, вот такие миксы у меня получились.
Напишите, пожалуйста, понравилось вам или нет, было ли для вас это информативно. Если у вас есть пожелание увидеть еще другие какие-либо миксы этого красителя, обязательно об этом пишите, я сниму для вас видео. И хочу напомнить вам, что для вас у нас есть промокод со скидкой в 10% при покупке на сайте или через Instagram. Все ссылки вы можете увидеть в описании под видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.